Гель антикуперозный, серия Селектив. Лечебно-профилактический, если можно так выразиться, препарат, который работает и с куперозом, и является анти-эйдж средством, потому что есть в составе компоненты, которые обладают лифтинговым эффектом, и средство, которое можно использовать для улучшения тона кожи, быстрого такого СОС, можно сказать, средство, которое может быстро привести кожу в порядок и сделать тон лица более отдохнувшим и свежим. За счет чего это происходит? В составе данного геля все вообще венотоники или вазопротекторы, по-другому их называют, то есть компоненты, которые воздействуют на тонус сосудов, да, на состояние стенки сосудов, на реологию крови тоже опосредованно. Эти компоненты, наверное, здесь все, которые в природе существуют, не побоюсь этого слова. То есть здесь есть и экстракты, всем известные, конского каштана, листьев красного винограда, иглица. Здесь есть достаточно мощный вазопротектор, это троксирутин, это биофлавоноид, многим он известен как действующий компонент геля дроксивазин, который многие используют тоже при поверхностном варикозе, когда синяки, например, надо, чтобы быстрее ушли. И помимо всего прочего, помимо венотоников вот этого комплекса, здесь в составе есть ДМАЭ, диметиламинный этанол, который обладает лифтинговым эффектом, это тоже анти-эйдж компонент, и витамин С и витамин ПП, то есть никотиновая кислота. В комплексе все вот эти вот компоненты, они будут тонизировать сосуды, и если это не сосудистая звездочка, которую можно удалить только механическим путем, допустим, лазером или волосковым электродом сургитрона, то сосудики, которые еще способны к, как говорится, пониманию сигналов к расширению и сужению, можно как-то отрегулировать их состояние, они будут реагировать на такие компоненты, которые входят в этот гель, то есть вазопротекторы. Значит, какой нюанс, да, я хотела бы сакцентировать внимание на нем. Так как в составе этого геля есть никотиновая кислота, то мы обязаны предупредить пользователей, что на никотиновую кислоту может быть реакция в виде такой гиперреактивности. То есть большинство людей не реагируют никак на ту концентрацию никотиновой кислоты, которая присутствует в этом геле. Да? Она такая очень маленькая, профилактическая, именно как раз, чтобы тонизировать сосуды. Но есть люди, которые, небольшой, конечно, процент, там, до 10%, наверное, среди всех, кто бы попробовал этот гель, они могут прореагировать появлением гиперемии легкой, да, или вся область может быть покраснеть, да, немножечко, либо это могут быть какие-то отдельные пятнышки в области нанесения. Они проходят очень быстро. Ну, для сравнения, если используется в медицине никотиновая кислота, ее, например, ввести внутривенно, да, то человек резко краснеет весь, да, у него тахикардия, это нормальная реакция на никотиновую кислоту. Есть маски, гели, которые работают с атоничной кожей и призваны на некоторое время вызвать резкую гиперемию, прилив крови к лицу, и там большая концентрация никотиновой кислоты используется, действительно лицо краснеет, прямо вот демаркационная линия, где наносил, возникает. Здесь такого, конечно, нет, здесь именно профилактическая доза такая, но надо всегда учитывать этот нюанс и предупреждать косметологам своих пациентов, что если мы пробуем гель антикуперозный, то начинать надо с маленькой упаковочки, либо там какой-то пробник дать для начала, для того, чтобы человек мог отследить реакцию, свою собственную индивидуальную чувствительность к никотиновой кислоте. Возникают у него эти пятна или не возникают. Как говорится, избежать и все-таки использовать этот гель, если он действительно очень сильный, он действительно хорошо снимает гиперемию при эритематозной стадии розация, при склонности к куперозу, при имеющемся куперозе. Можно, здесь два варианта есть. Можно использовать его на ночь, как делают некоторые пациенты, но это при несильной реакции, нестойкой, да, такой гиперемии. Она за ночь проходит, да, и с утра прекрасно выглядит человек. Либо можно использовать другие препараты, которые, собственно, тоже содержат венотоники, но уже не такие мощные. Например, гель для сухой нормальной кожи Нео, лосьон концентрат Нео, содержит экстракты, тоже обладающие вазоактивным действием, это арника и плющ, например, ну и всякие другие разные. Поэтому, если не пошел, как говорят, антикуперозный гель, можно взять другие препараты и использовать для профилактики и, собственно, терапии купероза.
Данный гель можно использовать в аппаратных методиках, естественно, вводить ультразвуком. Могу сразу сказать, что для больных с куперозом с розацией оптимальной является лазерная терапия низкоэнергетическим лазером и ультразвуковая терапия, потому что гальваническим током работать с такими пациентами нельзя. Несмотря на то, что здесь, конечно же, указано, что при ионофорезе вводить положительную пользу, то есть его можно использовать, это гель поляризованный можно вводить гальваникой, вводить постоянным током, но это не относится к пациентам именно с куперозом. Это имеется в виду пациенты с атоничной тусклой кожей, допустим, в анти-эйдж каких-то процедурах, так как все-таки здесь ДМА, витамин С входит, это уже диметиламиновый этанол дает эффект лифтинга, витамин С тоже кожу придает такое сияние характерное. То есть можно использовать в аппаратных методиках, связанных с воздействием гальванического тока, вводить с плюса, но чтобы у пациента не было купероза, потому что пациентам с куперозом нельзя делать ионофорез. Собственно, что еще интересного, да, о нем можно сказать? Можно использовать его на тело, можно использовать в местах, где сосудистые звездочки, например, на бедрах бывают часто у женщин. И, например, бывает, что у пациента действительно реакция на лице какая-то есть, не очень хорошая, на никотиновую кислоту, но он прекрасно домазывает остатки геля на конечности. Ну, в крайнем случае. Соответственно, поверх этого геля можно использовать любой крем при необходимости, увлажняющий, питательный. Перед нанесением геля можно использовать, как для усиления эффекта, лосьон-концентрат Нео вместо тоника, который тоже содержит вазопротекторы, как я уже говорила. Можно использовать его соло, то есть наносить и не закрывать никаким кремом. Вот, собственно, наверное, все, что я хотела бы сказать о антикуперозном геле. Ну и пожу под конец его. Текстура легенькая совсем, такой приятный янтарный оттенок. Очень хорошо впитывается. Когда наносится на лицо, шею, декольте, дает эффект лифтинга за счет диметиламиноэтанола, ну и вообще такой структуры. Очень быстро впитывается, так что рекомендую.